Приветик, ребятки! Сегодня уже 6-й день моего дневника правильного питания. И сегодня я иду на тренировочку. Встала немножко пораньше. Сейчас пойду готовить завтрак и потом быстренько иду в зал. Сегодня погодка какая-то у нас очень дождливая. Настроение, по сути, не должно быть. Но, блин, я опять же себя заставляю идти. Хотя, на самом деле, я очень ленивый человек. Вот чтобы вы знали. Но просто уже как бы с годами, да, как я занимаюсь фитнесом, я начала вырабатывать в себе силу воли. И вот, несмотря на погоду, несмотря на то, что не хочется на самом деле идти на тренировку, я просто знаю, что это нужно сделать, никто за меня это не сделает, поэтому заставляю себя идти на тренировочку. Все, ребят, побежали кушать и потом сразу же на тренировку. Итак, мой очень простенький и очень сытный завтрак готов. У меня получилась кашка пшёная на молоке, 2 печеньки овсяные и немножко изюма. И, конечно же, цикорий. Наконец-то купила цикорий, потому что что-то закончился, давненько его не пила. И сейчас сюда добавлю еще немного молочка. Кошмар, у нас такая холодина, я вот в дупле, и тут такая же, потому что реально уже холодно очень. Пришла моя сковородка, я счастливая, иду со сковородкой. Еле дотащила эту сковородку, ребят, она весит килограмм 5, да вообще можно ей качаться, какие там гантели, ничего не надо. Блин, конечно, она тяжелая вообще, ну, размерчик, по-моему, 23 сантиметра диаметра, я не помню, если честно, я напишу, в общем, где-то здесь, сколько диаметр. Такая симпатичненькая, видно, что делали сами. Магазин я вам, если что, напишу, где я ее брала, если вам интересно. 220 гривен она стоит. Доставка 35 мне стоила по новой почте. Я хотя думала, что из-за такого веса будет побольше, но нормально, обычная доставка. Тут еще такая бумажечка предлагается, как за ней ухаживать. Если вам интересно, вот почитайте, я вам тут засниму. Еще заодно купила продуктики. Тут у меня 2 десятка яиц, бананчики, 2 творожка. Что не могу найти свой творог 5%. Приходится покупать нулевой, но я в него добавляю там что-то, чтобы он не был таким прям уж нулевым жирности. Поэтому приходится покупать такой вот. Щетки 2 купила. Не знаю, интересно кому-то, когда я показываю свои покупки. Это, конечно, не покупки косметики, как обычно девочки показывают. Я показываю еду. У меня все строго. Так что, блин, купила 2 щетки зубные, потому что отдельно купила подороже, потому что я не знаю, что он с ними делает, с этими щетками. Я иногда даже хочу посмотреть, точно ли он зубы ей чистит, потому что он их убивает в хлам. Я не знаю, за месяц и все, уже щетки нет. У меня такая подешевле, я как-то более аккуратно чищу зубки. И сейчас я решила сделать себе омлетик. У меня тут есть перепелиные яички. И я их сейчас собью вместе с молочком. Получится такой омлетик. И будет у меня там еще зеленый лук. И потом еще добавлю сладкий перчик. Я, как скучающая такая по весне, по лету, решила сегодня что-то яркое сделать. Так что, в принципе, все. Буду кушать. Так, ну что, пришло время выбрать весы кухонные, потому что я чувствую, я вам немножко не договариваю про вес продуктов, и особенно когда я считаю их калорийность. И это как бы ошибка моя, естественно, является при подсчете калорийности, хотя в жизни мне это абсолютно не нужно, но все-таки они мне пригодятся, я думаю. Скорее всего, буду брать именно с чашей, не такие плоские, потому что я часто буду взвешивать именно крупы, хотя у меня есть какие-то емкости, но просто чтобы была именно емкость какая-то,
прилагающиеся к весам. Ух, какие-то древние такие весы интересные. Так, ну что, я наконец-то определилась и, наверное, буду заказывать вот эти весы. Zelmer. Они мне понравились тем, что они, ну вот, действительно какие-то качественные. Видно, что вот надолго мне их хватит, они не сломаются у меня, тем более по отзывам, так как я почитала. И здесь классно то, что есть вот такая чаша и вот такая вот подставочка, что тоже очень удобно. То есть я смогу и положить продукт, и в чашу что-то насыпать, если что, даже вылить вот таким вот горлышком тут обладает вот эта чаша. Так что, наверное, сейчас уже буду заказывать. Так, ребят, прибежала я из магазинчика и хочу сразу сделать обед. Покажу вам, что я купила. Во-первых, я купила вот такой вот корень сельдерея. Для кого-то это может показаться странным, что с него можно сделать, но на самом деле я его пробовала в других рецептах, я потом расскажу вам каких. И это отличная замена картофелю, и это гораздо, еще раз гораздо полезнее, чем картошка. Там столько полезных веществ, витаминов, что вы обязаны просто попробовать. И сегодня я покажу такой интересный рецептик, что можно сделать с этим корнем сельдерея. И еще мне понадобится для этого рецепта грибочки, шампиньоны, но это не обязательно, конечно, все. Также купила сметану, ряженку. Здесь 2 ванильных сахара. Ну, в общем, пригодится мне когда-то для какой-то выпечки или для творога. Что ж, у меня все готово. Вот моя порция. Вот Димина порция. Добавила сюда еще где-то столовую ложечку сметаны и немного зеленого лучка. На самом деле очень такое интересное блюдо, но опять же очень специфическое. Может быть, некоторым не понравится запах или привкус вот этого корня сельдерея, хотя на вид, да, ну обычная картошка тебе и все. Но тоже такой интересный у него вкус у этого корня. Такой какой-то пряный немного сладковатый. Тоже может кому-то понравится, может быть нет, но я просто в восторге. Тем более я знаю, что это блюдо безумно полезное считается, корень сельдерея. Так что обязательно попробуйте. Его можно найти буквально в каждом супермаркете. Может, вы просто проходили, никогда не замечали. Поэтому обязательно поищите. А мы пошли кушать. Я сегодня шикую, я ем новогоднее мое блюдо, рецепте которого я сняла вам тоже недавно совсем. Так что я его сейчас разогрела в фольге, в духовочке и добавила немножко сладкого перчика. Рецептик его я вам оставлю в описании под видео, когда видео будет в сети. Так что рецепт очень простой, и сама рыбка получается очень-очень нежная и очень вкусная. Так что слюнки у меня уже текут, и я побежала кушать. Ну что, я опять сейчас буду вытворять фокус-покус. Только что придумала. Хотела сделать просто себе творожок с яблоком, с ванилью, там, допустим, там цедру вон лимонную немножко там настрогала. Ну, подумала, почему бы не сделать что-то интересненькое. И вспомнила, что можно взять яичко, это все как бы перемешать, да, творог, яблоко, и вбить сюда наверх яйцо. И вот эту вот чашечку или какую-то формочку, надеюсь, она, конечно, выдержит у меня температуру, засунуть в духовку. И как бы яйцо у меня возьмется, то есть сварится, и я надеюсь, получится какой-то вкусненький такой полезный десертик. Так что пожелайте мне удачи. Я опять тут буду колдовать сейчас, так что что-то придумаю, наверное.
что, мое блюдо готово, пахнет очень вкусненько. Поставила где-то на минут 15-20 на 180 градусов. С чашкой все в порядке, так что я думаю, она керамическая все-таки оказалась. И, в принципе, можно ставить, не бояться ничего. Так, давайте посмотрим, что там внутри оказалось. Я люблю, когда яичко вот такое вот целое с желтком. Можете просто, допустим, его размешать. Ой, творожок такой классный. Я, наверное, подожду хотя бы минут 10-15, чтобы оно полностью остыло, потому что вот даже прикоснуться сложно, она горячая чашка, и сам творог тоже очень горячий. Поэтому подожду, пока немножко остынет, и вон там немножко водички плавает, сыворотки, да, получается. Так что немножко подожду, пока остынет, и потом уже буду кушать. Все, ребятки, сразу же пойду спать, потому что уже 1:30. В общем, Дима уже лежит там в кроватке, зовет меня, ругает меня. А я все никак не могу закончить сидеть за компьютером, свою работу, сайт. Сайт меня, конечно, полностью выжимает как лимон. Но, в общем, да, побежала и спать, потому что не могу выспаться, особенно не могу заснуть. Кстати, хотела вас спросить, может, вы знаете какие-то эфирные масла, которые помогают именно заснуть? Какие вот такие вот масла именно помогут заснуть? Я знаю, что капают пару капелек на подушку и как бы якобы помогают засыпать. Или, может, вы какие-то способы такие вот еще знаете, может, какие-то травяные чаи какие-то особенные. Поэтому, если вы сталкивались с этой проблемой, вот что такая вот бессонница, не могу заснуть и все дела, что вам помогает вообще? В общем, напишите обязательно в комментариях, я очень буду вам благодарна. Все, ребятки, побежала спать, и большое вам спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.